Привет всем любителям моделизма. Представляю вам обзор российской 152 миллиметровой гаубицы М100С. Набор выпущен компанией «Звезда» в 2019 году. Масштаб модели 1:72, артикул 5045. Картонная коробка имеет хорошо узнаваемое оформление. На боковиках коробки традиционно расположена краткая информация о производителе, а также рекомендации по краскам. С другой стороны, мы видим напечатанные миниатюры моделей, выпускаемых «Звездой» в 72 масштабе. На обороте коробки напечатаны рендеры собранной и неокрашенной модели. Здесь же указано, что модель выпущена в 72 масштабе, состоит из 194 деталей и имеет длину 18,4 см. Оценив внешний лоск, давайте оценим внутреннее содержимое. В коробке мы находим небольшой лист с декалями. Декаль типовая для моделей бронетехники, выпускаемых компанией «Звезда» в 72 масштабе. Опираясь на предыдущий опыт, можно сказать, что звездовские декали весьма неплохого качества. Никаких проблем с ними не возникает. Небольшой лист цветной печати с 3 вариантами окраски и рекомендациями по нанесению декалей и использованию красок от компаний Tamiya и Звезда. Инструкция. Достаточно качественная и подробная. Но она больше внутренних размеров коробки и поэтому согнута. Но это не проблема, все спокойно выпрямляется. Все литники упакованы в прозрачный хрустящий пакет. Упакованы достаточно плотно. На первый взгляд отломанных деталей я не увидел. Для начала рассмотрим два одинаковых литника с катками, деталями ходовой и мелочевкой, разбросанной по корпусу модели. Качество литья отличное. Путяжин, сдвигов, непроливов и облоя я не обнаружил. Все мелкие детали садятся на посадочные места без проблем. На следующем литнике в основном располагаются элементы башни и орудия. Не очень ясно почему, но башня модели расчленена на множество граней, и это доставляет в дальнейшем головной боли, потому что правильность позиционирования деталей вы понимаете только в конце сборки башни. Лучше использовать клей, который не высыхает максимально долго и позволяет корректировать положение деталей относительно друг друга. Еще, пожалуй, можно упомянуть, что все поручни на башне выполнены в виде пластинок. В сборке все их буду менять на проволоку. На этом литнике детали корпуса и башни. Качество литья и проработки аналогично предыдущим. Мне не понравились отдельные части боковых ящиков. При приклеивании они дают трудноубираемый шов. В остальном корпус собирается просто и без нареканий.
оба буксировочных троса даны едиными деталями и выгнуты по форме, что облегчит их установку, но негативно скажется на детализации. Желающие могут заменить их на скрученную проволоку. Последним рассмотрим литник черного цвета с гусеницами. Гусеницы даны едиными деталями, без разделения на сегменты. Это, очевидно, типовой литник для моделей бронетехники в 72 масштабе. Для нашего удобства на внутренней поверхности гусениц нанесены специальные метки, по которым надо их сгибать. Делать это можно без дополнительного нагревания. Гнутся они достаточно легко. Монтаж гусениц особых трудностей не вызывает. На этом все. Нажимайте подписаться, ставьте лайк и до встречи.